Hola amigos! Вы на канале Испания наизнанку. И сегодня я вам расскажу о таком страшном слове, которое есть в испанском языке, ну а также в английском, немецком, французском. Ох, да оно вообще во всех языках есть. И на русском оно звучит как депортация. И вот для подавляющего большинства людей это слово вообще ни о чем не говорит. Как бы звучит так грозно, но по факту слово и слово. И вот 17 марта этого года в Испании в корне изменились правила и действия, связанные с этой самой депортацией. И многие, находившиеся тут легально, скажут: ну надо же, не прошло и 100 лет, как тут что-то изменили. А вот те, кто находится в стране, не совсем легально, скажут: вашу ж... И сегодня мы рассмотрим, а что же изменилось в правилах по депортации для нелегалов и насколько теперь легко, быстро, а главное бесплатно можно оказаться дома. Поехали! Итак, 17 марта 2021 года Верховный суд Испании вынес решение и закрепил законодательно новые критерии депортации. Раньше же, как оно все было? Вот живешь тут нелегально, поживаешь, поймают, оштрафуют, дадут предписание свалить из страны. И ты как болванчик так головой машешь и про себя с улыбкой их всех посылаешь. В общем, принудительная депортация, она здесь была, но как мера крайняя и весьма себе такая редкая. Но, как говорится, была. А тут эпидемия, кризис. Судам, видимо, скучно было. Вот и решили они какие-то вопросы для себя прояснить, и время скоротать, с коллегами пообщаться. И вот теперь критерии и процедуры депортации из Испании исключают ошибочное или двойное толкование. И вот в этом самом законе там еще примерно абзацев 10 идет на тему, чем они руководствовались, почему они именно так решили. И читая их, не то чтобы у вас крыша так не спеша едет, но вы отчетливо понимаете, что сами они-то к середине этого текста уже забыли, а что они обсуждают, по каким таким критериям они это обсуждают, что они-то решили. И что еще важнее, на кой черт их вообще дернул там что-то менять. И самое важное, что вытекает из всего этого дела, это то, что теперь исключается свобода выбора между штрафом и депортацией. Выходит, раньше-то это как было? Взяли вас за задницу и такие: чувак, выбирай, или штраф и продолжай тут дальше нелегально находиться, мы к тебе там через месяцок-другой заглянем. Или чемодан, вокзал, домой. Звучит, конечно, как бред, но это ведь не я писал. Теперь же добровольный выбор между штрафом или не штрафом исключен. И единственное возможное решение для иностранного гражданина, находившегося на территории Испании нелегально, является депортация. И вот в этом законе, где много буквок, тем не менее указано, что речь не идет об автоматическом решении о депортации, и что каждый случай должен быть рассмотрен индивидуально, и оценка должна быть дана всем факторам и обстоятельствам. И самое важное, должен соблюдаться принцип соразмерности. Чё? Да вообще, по чем там на работу вы ходите? Вы же только что написали, что теперь единственный вариант решения – это депортация. И другого не дано. Откуда снова взялись эти принципы соразмерности, факторы, обстоятельства? Мне знаете, честно, мне даже интересно, это какой такой должен быть уровень у персонажа, у чиновника, чтобы так генерировать рандомные слова, которые складываются в такие умные фразы, но которые сами себе противоречат. Да ладно, давайте разбираться дальше. Что же такое принцип соразмерности? И вы не поверите, но эта штука тоже там подробно расписана. Кстати, запомните это словосочетание «принцип соразмерности». Оно чуть позже еще нас улыбнет. Итак, сам факт того, что вы нелегально тут находитесь, не может являться основанием для депортации. Если вы нелегал и находитесь в стране, к примеру, сидите на лавочке возле дворца и никого не трогаете, ничего не делаете, то выходит, что и депортировать вас не могут. Вы нелегал, и тем самым вы нарушаете закон, но сделать вам ничего не могут. И депортация вам точно не грозит. Вы нелегал, хороший нелегал.
Но вот если за вами есть косяки, да вы еще и нелегал, вот тогда точно депортируют. Нет, ну вот тут 100 пудов. Ну вот в плане, ну вот железно по закону депортируют и все. Ну хоть вот к гадалке не ходи. Хотя, может, и не депортируют. Давайте разберем факторы, которые будут являться отягчающими к статусу нелегала и которые склонят весы испанского правосудия к покупке билета на родину. Задержание иностранного гражданина или нахождение его по следствиям, ну или наличие у него судимости. В общем, это такой некий человек-какашка. Вот что-то натворил, отсидел или вот-вот отсидит. Ну, с этим пунктом вроде все понятно. Тут плохие человеки не нужны. Тут хорошие человеки нужны. Предоставление иностранным гражданинам ложных сведений о своем гражданстве. А вот с этой штукой у меня вопрос. Помните, была в новостях такая тема века о том, как из Сирии во время войны народ рвал в Европу. Ну, там все ясно. Война, бомбы, смерти, people бежит, спасается. И вот начинается на границе собеседование с ними, ну, с сирийцами, которые от войны бегут, и приглашают туда переводчиков. И вот 90% из них ни одного слова на родном сирийском языке сказать не могут. И документов у них, конечно, тоже никаких нет. Но вы поняли, да, что к Сирии и к войне эти люди вообще никакого отношения не имеют. И вот у меня вопрос. А вот этот вот пункт, он тогда вообще отсутствовал или, ну, как-то, не знаю, там, упрощался? Вот по поводу ложных сведений и о гражданстве. Наличие у иностранного гражданина запрета на въезд в Испанию. Ну окей, запрет есть, но он тут и нелегал, что логично. В общем, плюс-минус понятно, вопросов к этому пункту нет. Отсутствие жилья и документов. Вот еще раз внимательно. Отсутствие жилья и документов. Пункт огонь. Ну, во-первых, если нет документов, а куда его депортировать-то будут? А если он резко еще и до кучи глухонемым станет? Ну и во-вторых, если у вас просто нет документов, но есть жилье, свое или съемное, то все окей. Ну или наоборот, у вас нет жилья, но есть документы, то тут тоже все ништяк. А вот если вы бомжара и без документов, то это нет, это все, это депортация. Нет, ну вот знаете что, вот, ну реально, вот нужно все-таки узнать, чем их там вот в этой депутатской столовой кормят. Ведь это как должно накрывать-то, а? Неисполнение предписания покинуть территорию Испании. А помните про принцип соразмерности? Ну я вот там вот раньше говорил. Вот смотрите, что получается. Если ты студент и находишься тут по студенческой визе, и вот по какой-то причине получаешь отказ в продлении, ну там, не знаю, там сессию завалил или вот поступить не смог, или другой вариант, вот подаешь документы на продление вида на жительство, и вот что-то пошло не так, и получаешь отказ. И в том, и в другом случае вам дают предписание в течение 15 дней покинуть страну. Но бывают ведь разные ситуации, времени может просто не хватить, там, собраться или с билетами будут вопросы. И вот при любой случайной проверке документов дело закончится полицейским арестом и принудительной депортацией. И мы с вами сейчас говорим о людях, которые изначально планировали легально находиться на территории Испании. То есть люди, которые выполнили все процедуры, чтобы здесь быть. И вот этих людей сравнивают в правах с судимыми за преступления, либо задержанными за какие-нибудь правонарушения. Это как? Это нормально? Не хреновая такая получается соразмерность, правда? Невозможность проверить, как и когда гражданин въехал на территорию Испании. Но это если вот нет документов, либо штампа о въезде в загранпаспорте. Вы, кстати, ведь знаете о том, что внутри еврозоны штампы никто не ставит. Но и вот этот пункт, он тоже не без прикола. Вот, смотрите, один человек прилетает в Испанию на самолете, ему поставили штамп. И он посидел, подумал и решил остаться тут жить. А другой человек прилетел во Францию, ему тоже поставили, но только французский штамп. И вот добрался он до Испании, и вот ему тоже так все понравилось, и он решил остаться. Но вы же понимаете, что ситуация, ну, вообще одинаковая. То есть это просто вот зеркальные ситуации. Они ничем не отличаются. Они все прошли по закону Европы. Они все легально сюда приехали. Только один через Испанию, а другой через Францию. И вот по факту, когда их поймают и возьмут за попку, то того, что был со штампом пересечения испанской границы, отпустят пастись дальше. А того, что дотопал из Франции, принудительно депортируют.
И вот такие изменения вступили в силу 17 марта. И вот в теории мне, конечно, все понятно, что все как всегда, и, в общем-то, все четко, прям вот без двойного толкования, прям вот белое и черное, без полутонов. И меня вот один вопрос гнетет. Если этот законопроект, который ставит все точки над «и», то есть вот такой, что даже ребенок в детском садике поймет, то что же там было в его предыдущей версии? Ну а вы были на канале «Испания наизнанку», и сегодня я вас пугал страшным словом депортация. Если вам понравился видос, ставьте лайк. Ну и до новых встреч. Пока.